Далее, ЕРК новости, где чистые факты, мнения и информация для благосостояния людей, а также держать всех в курсе. Касающиеся дорог нашей страны. Позже, в 21 час, время, новостная программа для всей территории Объединенной Советской Федерации. Сообщая правду и факты, программа существует с 1968 года. И в 10 часов вечера июльские хроники с подробным описанием самых важных событий в истории Екатерины с древних времен до наших дней, показывая интервью и источники от свидетелей многих исторических событий. Как и со временем, мы постоянно совершенствуем способы следить за его прохождением. ЕРК новости, спонсирование феодоранскими часами. День выборов в Екатерии 2310 начался сегодня по всей стране. Избирательные кампании были горячими в течение прошлых 4 лет всюду по спорам. Страна идет на выборы сегодня и завтра, чтобы решить будущее страны на следующие 5-15 лет международной солидарностью Национальной партии за реформы. Однако, как обычно, есть опасения волебнего выборов, и избирательная комиссия позволяет независимым наблюдателям наблюдать за выборами. Несмотря на огромные детали безопасности, уже есть слухи о фальсификации выборов некоторыми предвзятыми сотрудниками избирательных органов в некоторых районах страны. Между тем, в стране империи ацтеков сегодня произошли масштабные перемены. Объявление было сделано ранее сегодня перед многими гражданами страны после долгого времени изоляции. Король ацтеков объявил об открытии экономики и культуры страны для иностранных инвесторов. Также в программе Иран признается в подстреле международных авиалиний Украины в четверг. Это происходит после 2 дней отказа после крушения самолета, который направлялся в Киев из Тегерана, перевозившего 176 пассажиров и членов экипажа. ЕРК новости, в 8 часов вечера, с Татьяной Иванова и Алексей Алинов. Добрый вечер. День голосования официально начинается сегодня в Екатерии, и избирательные участки, открытые ранее сегодня, насчитывают 164 миллиарда зарегистрированных избирателей, которые будут определять будущее Екатерии. В выборах участвуют Антония Кавакова и Адриена Симкова, баллотирующиеся в президента и вице-президента соответственно в правящую партию «Солидарность народов» и коалицию «Фронт пролетариата». Тем временем спикер Государственного совета Ивана Закладна будет баллотироваться на пост президента от Национальной партии за реформы и принесет радикальные изменения в страну. С волебнего выборов ужасно возможное явление, жесткие двухпартийные силы безопасности и сотрудники избирательных комиссий, а также иностранные наблюдатели, чтобы гарантировать, что они свободны и справедливы. Результаты будут объявлены завтра. Предвыборный сезон в Екатерии здесь и будет решающим образом определить будущее страны в спорном веке напряженности и возможной войны. Давайте посмотрим на избирательные участки.